Приветствую, друзья! Это оружейные новинки от компании Ibis. И сегодня мы с вами будем знакомиться с продукцией американской компании Adams Arms. Компании, которая производит как огнестрельное оружие типа R15 и R10, так и специальные наборы, так называемый Gas Piston Conversion Kit, которые предназначены для улучшения обычных систем типа R15, увеличения их надежности и повышения их боевых характеристик. Что это такое, зачем это нужно, как это устроено, изучаем и разбираемся во всех подробностях. Ну и с самого начала давайте обсудим в принципе тот вопрос, как работают системы типа R15, то есть карабины М4, винтовки М16 и гражданские аналоги этих систем. Посмотрим на то, как они работают и чем отличаются от них предложения, которое предлагает на нашем рынке Adams Arms. Вот здесь у меня в качестве примера есть достаточно типичный гражданский карабин R15, производства DPMS. Он очень напоминает по своей сути армейские карабины типа М4, отличаясь от них, по большому счету, только отсутствием автоматического режима огня. Во всем остальном это вот, что называется, R15, как она есть, в своей самой простой и, наверное, самой распространенной форме. Давайте посмотрим, как она функционирует. Для тех, кто не сталкивался с подобными системами, я думаю, это будет интересно. Наверняка многие из вас в курсе, что Юджин Стонер, американский конструктор, который создал эту систему, он создал ее беспоршневой. То есть здесь для того, чтобы выполнялась перезарядка этой системы, используется непосредственная подача пороховых газов в затворную раму. Вот по этой тоненькой трубочке, выполненной из нержавеющей стали, через вот эту насадку на стволе, которая называется газблок, пороховые газы после прохода пули по каналу ствола подаются внутрь, в ресивер, в затворную раму винтовки. Давайте посмотрим на нее внимательнее. Выглядит она вот таким образом. Сверху на затворной раме есть приемная камера для пороховых газов. И далее, попадая сюда внутрь, через вот этот так называемый газовый ключ, пороховые газы отодвигают затворную раму назад, тем самым высвобождая затвор и выбрасывая стрелянную гильзу, а потом выходят наружу через вот эти два отверстия в затворной раме, которые как раз предназначены для сброса отработавших пороховых газов в атмосферу. Такая система с точки зрения Юджина Стонера была очень прогрессивной. Прежде всего по той причине, что она требовала минимального количества движущихся частей. То есть для того, чтобы эта система работала, достаточно иметь затворную раму, трубку для подачи пороховых газов, затвор и возвратную пружину, которая находится в прикладе данной системы. Все, больше никаких движущихся частей здесь нет. С одной стороны, это сделало R15 очень удобной, недорогой и достаточно надежной системой. С другой стороны, сразу же с момента ее появления на рынке появились дискуссии о том, насколько надежной может быть система, в которой пороховые газы, которые несут с собой нагар, несут с собой высокую температуру, различные абразивные частички, в которой пороховые газы попадают непосредственно в самое сердце этой системы, в затворную раму. И вот компания Adams Arms, карабин которой под названием P1 я сейчас держу в руках, она решила зайти с другой стороны к этой проблеме и сделала свои карабины поршневыми. То есть в отличие от типичной R15, если мы разберем Adams Arms P1, делается это точно таким же образом. В принципе, ничего сложного, кроме некоторых физических усилий. Мы увидим здесь совсем другую систему. Систему, сердцем которой является вот это устройство. Это так называемый газовый поршень, который передает усилия на затворную раму, не пропуская пороховые газы дальше вот этой точки.
Сейчас я извлеку затворную раму данного карабина, и я думаю, все станет значительно более понятно. То есть поршень под действием пороховых газов сдвигается назад, передает импульс на затворную раму, при этом избыток пороховых газов выпускается наружу вот в этой части системы. Они отводятся вперед, не попадают внутрь ствольной коробки и не мешают самому стрелку выполнять стрельбу и выполнять прицеливание. Система достаточно удобная, но, как видите, здесь намного больше специализированных частей, намного больше деталей. И теперь давайте обсуждать, насколько внедрение подобных усложнений, дополнительных деталей, насколько это поможет данной системе быть надежнее и работать в условиях повышенных загрязнений. Вот смотрите. Вот эта затворная рама от типичной R15. Это затворная рама Adams Arms. Как видите, приемного газового ключика здесь нет. Здесь есть выступ на ней, выполненный как единое целое с затворной рамой, в отличие от этой детали, на которой это дополнительная деталь, присоединяемая с помощью двух винтов. И именно через этот выступ поршень воздействует на затворную раму, отодвигая ее назад. Есть также и некоторые другие отличия между этими затворными рамами, но на них я остановлюсь немножко позже. Пока что нас больше интересует, как устроена вот эта система газового поршня. Потому что в отличие от простой и незамысловатой трубочки, через которую передаются пороховые газы, здесь гораздо больше интересных деталей. Надо сказать, что у компании Adams Arms существует несколько поколений их газовых систем. И вот эта, установленная на карабине P1, это одна из самых первых. Как видите, здесь есть поршень. На поршне установлена возвратная пружина и небольшая муфта, которая удерживает все эти детали в сборе. Также на самом поршне выполнена приемная камера для подачи в него пороховых газов. Именно сюда, через отверстие вот в этой детали, в газовом ключе или газовой пробке, как его еще называют, попадают пороховые газы. И дальше они не передаются. Дальше работает только поршень, который толкает раму и приводит в движение весь внутренний механизм системы R15. На самом газовом ключике мы можем видеть механизм, который позволяет регулировать количество подаваемых в систему газов просто с помощью поворота его на необходимый угол. Мы перекрываем внутреннее отверстие для подачи газов, и тем самым можно настраивать, насколько сильным будет импульс, который предназначен для перезарядки системы. То есть это позволяет оптимизировать ее как для работы с саунд-модератором, так и с дульным тормозом, пламегасителем и при использовании любого вида подходящих боеприпасов. Плюсы систем с газовым поршнем, я думаю, достаточно очевидны. При такой системе внутрь ресивера и внутрь затворной рамы не попадают пороховые газы, не попадает нагар и не передается высокая температура. То есть вся эта система остается чистой и холодной. А это именно то, что необходимо для того, чтобы оружие работало надежно и без сбоев. Минусы, помимо более высокой стоимости, я думаю, это очевидно, потому что здесь значительно больше деталей. Есть еще и такой момент, как точность установки всей этой системы. Дело в том, что для надежной работы поршневой R15 вся система должна быть установлена строго по оси, без каких-либо перекосов, без каких-либо искривлений, которые осложнят движение поршня при передаче импульса на затворную раму. Добиться этого несложно, но это тот момент, на который обязательно нужно обращать внимание при самостоятельной сборке и при обслуживании оружия, для того, чтобы впоследствии не возникало никаких проблем при его работе. Если же все сделать правильно, то подобные системы зарекомендовали себя очень хорошо. Одно время они были крайне популярными, потому что это был, по сути, единственный способ превратить вашу R15 в подобие, ну, например,
системы Heckler-Koch 416, популярной у различных сил специальных операций различных стран. А некоторые даже утверждали, что таким образом надежность Ар-15 становится не ниже, чем у автомата Калашникова. Ну, это уже как вам заблагорассудится, а я тем временем хотел бы перейти к рассмотрению наборов Adams Arms, которые как раз и предназначены для того, чтобы вы могли преобразовать обычный карабин Ар-15 из системы с непосредственным отводом газов в систему с поршневым механизмом перезарядки. В ассортименте продукции Adams Arms в наших магазинах вы можете обнаружить 3 очень похожих между собой газ-пистон кита, то есть набора для преобразования Ар-15 в поршневую систему. И в них входят, в принципе, достаточно однотипные детали. Отличие между собой этих китов заключается в длине газовой системы. У меня в руках карабинная, есть также система mid-length, то есть средняя, и винтовочная система, то есть в зависимости от длины ствола винтовки и от типа газовой системы, которая на ней установлена, выбирайте, соответственно, подходящую вам. Значит, что входит в набор? Прежде всего, это низкопрофильный регулируемый газблок. Это, пожалуй, самое важное в данной системе, потому что в других системах, в аналогах от других производителей, вот эта часть выглядит значительно более громоздкой, более массивной, и она требует подбора специальных цевей, специальных комплектующих для того, чтобы все это правильно работало. В данном же случае, как видите, газблок настолько низкий и небольшой, что я думаю, практически любое цевье, подходящее для обычной Ар-15, будет прекрасно работать и с этим поршневым набором. На газблоке вы можете обратить внимание на вот этот ключик. Ключ, который переключает количество подаваемых в систему газов, точно так же, как на вот этом варианте. Но здесь он более миниатюрный, а пользоваться им, в чем-то, наверное, даже проще. Вот в этом положении количество газов, попадающих в систему, максимальное. В этом положении минимальное, 11% от максимума. И существует еще 3 промежуточных значения, которые можно выбирать по необходимости. Ключ подпружиненный, сам по себе он не перейдет в другое положение случайно, это исключено, пользоваться им очень удобно. Следующий элемент — это поршень с возвратной пружиной. Мы только что его обсуждали, и в принципе каких-либо особенностей он не имеет. А под ним в наборе находится вот такой инструмент, стальной стержень специальной формы. Он необходим для установки в ствольную гайку вот такой штуки. Это специальная муфточка, через которую будет ходить поршень при замене системы с непосредственным отводом газов на поршневую. То, как необходимо это устанавливать и как необходимо проверять точность установки подобных деталей, очень подробно описано в инструкции к данному набору. Инструкция, как видите, на украинском языке. Во всех деталях описаны все особенности и нюансы, возникающие при установке. И по моему опыту, даже если вы никогда этого не делали, но вы знаете, как разбирается ваш Ар-15, вам понадобится не более часа на то, чтобы преобразовать ее из системы с обычной подачей газа внутрь ресивера в поршневую систему. Еще из деталей в набор входит затворная рама. Несмотря на то, что это часть затвора, такие наборы продаются свободно, они не требуют дополнительных разрешений и лицензий, потому что личина затвора у вас остается родная от вашей винтовки, и, соответственно, при подобной замене никаких других действий по получению дополнительных лицензий или регистрации дополнительных карабинов от вас не требуется. То есть это можно делать совершенно свободно. Каждый владелец Ар-15 может этим заниматься абсолютно не опасаясь. Вот такие наборы. Если вы не чувствуете себя уверенными в том, чтобы сделать это непосредственно собственными руками, выполнить такое преобразование, то, пожалуйста, обращайтесь в нашу мастерскую в Киеве на Гетмана 27, и я думаю, что там вам с удовольствием помогут и сделают из вашей арки настоящий поршневой, не побоюсь этого слова, вездеход. Сейчас я соберу этот карабин, и мы перейдем к рассмотрению непосредственно карабинов производства компании Adams Arms.
Итак, базовый вариант Adams Arms P1. 16-дюймовый карабин, достаточно стандартный с виду, но, как я уже многократно упоминал, оснащенный поршневой системой перезарядки фирменной. Еще из особенностей, обратите внимание на вот эту надпись на стволе, калибр 5,56 НАТО и твист, то есть шаг нарезов 1 к 7 дюймам. Это столь полюбившийся нам, так сказать, военный вариант ствола в данных карабинах. И очень многие стрелки предпочитают именно такие стволы за то, что они позволяют стабилизировать даже самые тяжелые и самые длинные пули. На конце ствола установлен стандартный пламегаситель типа птичья клетка, bird cage. На газблоке можно видеть планочку Пикатини для установки прицельных приспособлений. При этом обратите внимание, данная планка она находится на той же высоте, что и планка Пикатини на ресивере винтовки. Это удобно. Ставите сюда складную мушку, сюда складной целик, и, в общем-то, ничего больше не требуется. Цевье на данном карабине производство компании Magpul, модель MOE, длина средняя, mid-length, так как в этом карабине используется газовая система средней длины. Это достаточно удобно, потому что взяться за это цевье можно в любом месте, оно довольно-таки длинное и позволяет очень комфортно использовать карабин в любых условиях и любых обстоятельствах, вне зависимости от длины рук стрелка или положения, из которого им приходится стрелять. Еще из обвеса здесь используется рукоятка и приклад производства компании Defiance. Честно говоря, не очень привычно видеть такую сборную солянку. Magpul, Defiance, Lancer. Но я думаю, что производитель просто подходил к этому вопросу из своего собственного опыта и подбирал именно те комплектующие, которые, на его взгляд, действительно являются оптимальными для данной достаточно доступной модели карабина. Приклад карабинный, 6-позиционный, каких-либо особенностей он не имеет. Небольшой люфт, как обычно для подобных прикладов, здесь присутствует. Рукоятка отформована под пальцы, выполнена из твердого полимера. Форма довольно-таки удобная. Я думаю, что многие стрелки ее менять в принципе не захотят. Магазины. С магазинами история интереснее, потому что это магазины производителя Lancer Systems. И магазины так называемые гибридные. Что здесь гибридное? Корпус магазина выполнен из пластика, а губки магазина и вообще верхняя часть выполнена из стали. В отличие от пластиковых магазинов Magpul, которые, в общем-то, всем известны и всем нравятся, это, насколько я понимаю, позволяет повысить их живучесть данных магазинов, потому что стальные губки значительно меньше изнашиваются и служат гораздо дольше. Я не знаю отзывов стрелков об этих магазинах, я думаю, что это новинка на нашем рынке. Ну, в общем-то, будет интересно посмотреть на то, как они себя поведут и как они будут служить владельцам данных карабинов. Обратите внимание, вот этот звук – это ограничитель 30-зарядного магазина до 10 патронов. Согласно нашего законодательства, в подобных системах самозарядных емкость магазина должна быть ограничена. Впрочем, при необходимости он довольно легко вынимается. Ресиверы у Adams Arms довольно стандартные, по крайней мере, Upper типичный милспек, Lower милспек, но, так сказать, кастомизированный. Здесь написано, вот, например, Adams Arms Одесса, Флорида, USA. Выполнен логотип производителя. Во всем остальном, ну, по большому счету, каких-то особенностей данный ресивер не имеет. Как и сам карабин, потому что, вот, в принципе, базовая версия поршневой R15, или, если хотите, гражданского M4, вот таким вот образом она выглядит в представлении Adams Arms. Но у нас здесь также представлен еще один карабин Adams Arms, он называется P2. И вот он как раз более продвинутый и, пожалуй, более интересный, чем предыдущая модель. Потому что здесь уже внесены те усовершенствования, которые большинство стрелков рано или поздно вносят сами.
Я думаю, вы видите, здесь консольное свободно вывешенное цевье, выполненное из дюралюминия. На цевье оно вот такое легкое, вентилируемое. На цевье предусмотрен интерфейс типа M-Lock снизу и по бокам, который позволяет, вот логотип данного интерфейса, который позволяет доустанавливать любые необходимые аксессуары по желанию самого стрелка. Сверху на цевье длинная планка Пикатини, которая стыкуется зацело с планкой на ресивере. Причем она еще и размечена и пронумерована. Это достаточно удобно, если вам нужно запомнить положение, в которое вы устанавливаете дополнительные аксессуары на данную планку. Из коробки здесь стоят складные механические прицельные приспособления производства компании Defiance. Они достаточно простые, но регулируемые и позволяют выполнять стрельбу с их помощью в те моменты, когда никаких других прицельных приспособлений у вас на оружии нет. Здесь так же, как и в предыдущей модели, ствол имеет твист 1 к 7 дюймам и патронник 5,56 НАТО. Кроме того, я забыл сказать, все стволы Adams Arms, они не хромированы внутри, но в них выполнено защитное нитрирование, покрытие по техпроцессу меланит, которое позволяет повысить поверхностную прочность стали и сделать такие стволы устойчивыми к износу даже при больших настрелах. И здесь, обратите внимание, здесь установлено второе поколение поршневой системы, так называемая микро. И благодаря этому высота всей этой системы и высота цевья очень небольшая и полностью совпадает с аналогичными моделями для обычных R15 с непосредственным отводом газов. То есть очень удобный хват может быть как длинным, так и коротким хватом. Можно полностью охватывать цевье. Можно делать это таким образом, как это удобно стрелку. Очень удобно лежит в руке. И высота цевья здесь ничем не отличается от аналогичных деталей в обычных R15. Это как раз заслуга низкопрофильной поршневой системы Adams Arms второго поколения. Теперь, что касается ресивера. Здесь также есть некоторые совершенствования. Ну, во-первых, я думаю, вы можете видеть, ресивер здесь двусторонний. Если я взведу винтовку, то смогу продемонстрировать вам еще и двусторонний предохранитель, который в данном случае поворачивается не на 90 градусов, как это стандартно для большинства R15, а на 45. Некоторые стрелки предпочитают именно такой вариант, потому что, ну, по их мнению, это быстрее, чем переводить предохранитель на все 90 градусов. 45 градусов это в 2 раза короче его ход. Кроме того, он не так сильно выдается вниз, когда вы кладете руку на рукоятку, и, соответственно, тоже немножечко удобнее при активной стрельбе. Обратите внимание, что фурнитура здесь немножко другая. Здесь установлена более дорогая рукоятка Magpul K2 с вот таким дополнительной полостью внутри рукоятки, в которой можно хранить различные необходимые вам предметы. Например, батарейку, масленку, протяжку, в общем-то, все что угодно. Магазины, так же как и в предыдущей модели, также производство Lancer, гибридное, с металлическими вставками. И еще хочу обратить ваше внимание на двустороннюю рукоятку взведения. Фирменная рукоятка, также Adams Arms, она позволяет взводить оружие как с одной, так и с другой стороны. Достаточно удобно при установке сверху габаритной оптики. Внутри эти карабины, по большому счету, за исключением вот тех особенностей, которые я уже описал, они, наверное, ничем не отличаются от своих наборов. Но давайте посмотрим внимательнее. Значит, затворная рама точно такая же, как в данном ките, а личина затвора фирменная с гравировкой Adams Arms. И любопытно отметить, что в данном случае она подпружинена. Сделано это специально, потому что при переходе системы с непосредственным отводом газов на поршневую появляется необходимость добавить в набор затвора вот такой элемент, как пружину, которая возвращает его в переднее положение. И такие пружины, кстати говоря, входят в комплект
в каждом из представленных здесь наборов. То есть это также необходимо будет сделать владельцу при конверсии собственной карабина или собственной винтовки. И в завершении буквально двумя словами о недостатке такой системы, точнее о том, что принято было считать недостатком подобной системы. На заре их появления, когда они только начинали появляться на рынке, многие стрелки обращали внимание, что затворная рама в такой системе при движении назад от удара поршня немножечко перекашивалась. Возникал так называемый bolt carrier tilt, то есть перекос затворной рамы. Приводило это к тому, что своей тыльной частью затворная рама вот в трубе буфера отдачи и вот в этой области ресивера могла давать довольно ощутимый износ. И в интернете до сих пор можно встретить фотографии ресиверов и труб прикладов, в которых заметны следы от выработки оставляемой затворной рамой. Поэтому компания Adams Arms очень быстро устранила этот недостаток. Если вы присмотритесь, то тыльная часть затворной рамы Adams Arms имеет вот такой вот конус. Это сделано специально, чтобы не было здесь выступающей части, которая могла цеплять внизу за ресивер либо трубу. Кроме того, вот на самой затворной раме снизу сделано такое небольшое утолщение, которое позволяет точнее позиционировать ее при входе в трубу буфера отдачи при движении назад. Все вместе это приводит к тому, что никаких перекосов затворной рамы при работе подобной системы больше не возникает, и работает она десятки тысяч выстрелов надежно и уверенно, так же, как и положено современному оружию. И вот, кстати, забыл отметить, в данной модели карабина используется усовершенствованный спусковой механизм. Производитель этого спускового механизма называется Hyperfire или Hyperfire, и он отличается достаточно небольшим усилием срабатывания, спуск одноступенчатый, но интересно, что в комплект к карабину входит также дополнительная пружина спускового механизма, которую можно изменить для того, чтобы сделать усилие на спусковом крючке еще более легким для тех случаев, когда в этом возникает необходимость. То есть спуск здесь уже заменен из стандартного милспек на более совершенный. Вот таким вот образом наше знакомство с Adams Arms можно, наверное, на этом и закончить. Карабины достаточно интересные, и системы, которые они используют для своей работы, также довольно интересны, хорошо известны многим спортивным и практикующим стрелкам, и я думаю, что будут востребованы на нашем рынке. Стоимость как оружия, так и конверсионных систем Adams Arms, на мой взгляд, достаточно разумная и вполне приемлемая, учитывая те возможности, которые она предоставляет. Пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях к ролику, я с удовольствием постараюсь на них ответить. С вами был Тарас, поршневые системы Adams Arms и оружейные новинки от компании Ibis Охота и оружие. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда оставаться в курсе самых горячих оружейных новинок.